Привет, с вами Стив. Сейчас я покажу самые крутые лифты 2021 года. Все они работают на основе блоков слизи, а самыми крутыми их делает то, что они быстрые, очень компактные, весь механизм скрыт, а еще не разработаны мной и моим другом. Все эти лифты вы сможете использовать в своем механическом доме. И лично я бы так и сделал. Приступим. Первый лифт предназначен для двухэтажного коттеджа, и мы специально своими руками построили этот особняк и все его наполнение, чтобы показать, как классно лифт встраивается в обычный дом. Итак, вот и он. Как видите, лифт очень компактный, и рядом с ним еще поместился полноценный санузел, а работает он очень просто. Я захожу в лифт, нажимаю кнопку и очень быстро отправляюсь на второй этаж. Обратно точно так же. Вот и все. Сейчас перед вами вся схема этого лифта. Основная часть механизма находится под землей, что позволяет строить лифт куда угодно. Мы несколько раз по очереди перестраивали схему, делая ее все более и более компактной, пока не пришли к такому виду, когда компактнее сделать уже просто невозможно. Принцип работы очень простой. Когда нажимается кнопка на первом этаже, сперва убираются блоки в полу первого и второго яруса, и снизу выдвигается слизь, выталкивая игрока вверх. Затем по таймингу блоки в полу возвращаются на место. Когда нажимается кнопка на втором этаже, то просто открываются дырки в полу, а приземление на блок слизи просто обеспечивает мягкую посадку. Дальше в этом видео я расскажу, как вы можете воспроизвести этот лифт у себя, а пока покажу следующий. Второй лифт, который полностью разработан моим другом, также позволяет перемещаться между двумя этажами, и в этом доме он нужен для спуска в подвал. Сейчас на экране вы видите вход в этот лифт. Да, он скрытый. И активация у него тоже скрытая, работает следующим образом. Сперва нужно подняться на второй этаж и найти в кабинете под столом специальный ключ. Подбираю его из рамки и иду вниз. Теперь нужно встать на специальный блок. Именно здесь находится лифт. И я бросаю ключ в специальное место, о котором знаю только я. Лифт активируется, и я попадаю в подвал, а ключ возвращается ко мне. Используйте этот лифт, если не хотите, чтобы другие узнали, чем вы занимаетесь в своем подвале. Как видите, схема этого лифта находится целиком под полом верхнего яруса. Иногда это может быть очень полезно. Этот лифт является модификацией предыдущего. У него более сложный механизм открытия дырки в полу верхнего яруса, а также активация на втором этаже происходит не с помощью кнопки, а с помощью особой конструкции с фильтром. Пришло время переходить к лифтам покрупнее. Сейчас я покажу еще два, и они оба позволяют перемещаться между любыми этажами здания высотой вплоть до 8 этажей. Я разработал лифт под высоту этажа 4 блока, а мой друг под этаж в 3 блока. И, конечно, для наглядной демонстрации обоих лифтов мы построили отдельное здание. На примере лифта с этажом пониже, разработанного моим другом, я покажу, как ими пользоваться. Мне кажется, мы сделали просто идеальный способ взаимодействия. С помощью крутилки выбираете этаж и просто заходите в лифт, а он отправляет вас куда нужно. Таким образом, я могу отправиться с любого этажа на любой другой. В общем, прямо как в нормальном человеческом лифте. Прикол в том, что эта схема не занимает много места и позволяет вместить этот лифт в обычное здание. Давайте вкратце объясню, как это все работает. Рассмотрим схему моего лифта. Итак, она состоит из нескольких частей. Первая часть — это поршни и схема для их правильной последовательной активации, чтобы обеспечить, собственно, подъем и спуск игрока. Можно сказать, она представляет из себя кучу маленьких стакабельных двухэтажных лифтов, и на каждом этаже у этой схемы есть по два входа. Подача сигнала на первый, отмеченный зеленой шерстью, запускает механизм подъема на один этаж, а подача на второй, отмеченный красным, спуск на один этаж. Чтобы, например, подняться со второго на пятый, нужно подать сигнал на зеленый вход подъема на втором, третьем и четвертом этажах по очереди с определенной задержкой. Вторая часть схемы отвечает как раз за выбор этажа, куда мы движемся. Она сравнивает силу сигналов с предметов из рамки, которая зависит от поворота, и силу сигнала с кафедры, которая зависит от номера открытой страницы. Номер открытой страницы соответствует номеру этажа. Разница этих сигналов идет на один из двух выходов, на подъем или на спуск, в зависимости от того, какой сигнал оказался мощнее. Подъем отмечен салатовым, а спуск оранжевым. То есть сейчас, выбрав на втором этаже 5, сигнал идет на салатовый выход с силой 3.
Третья часть – активатор. Она позволяет запустить лифт по нажатию на плиту. Кстати, благодаря Т-триггеру, идущему через все этажи, нажатие на плиту при выходе из лифта игнорируется и не запускает лифт второй раз. Активация лифта происходит за счет того, что сигнал на слотовом выходе на данном этаже на небольшое время проходит дальше, в четвертую часть. А четвертая часть схемы – это просто два направленных провода. Первый соединяет все салатовые выходы из второй части со всеми зелеными входами в первой части и проводит сигнал только вверх, а второй, соответственно, соединяет оранжевые с красными и проводит сигнал только вниз. Также эти провода обеспечивают нужную задержку между этажами и теряют 1 единичку силы сигнала на каждом этаже. В итоге это приводит к тому, что когда я на втором этаже выбрал 5-й, сигнал на подъем силой в 3 из второй части схемы дойдет до первой части только на втором, третьем и четвертом этажах соответственно. Надеюсь, я понятно объяснил идею. Я не буду рассказывать, что делает каждый блок в этой схеме, потому что это скучно и индивидуально именно для этой схемы. А если вы просто хотите такой же лифт в свой дом, то в описании к видео есть ссылка на структуры всех лифтов из этого видео и даже структуры для сборки лифтов любой этажности, ведь не все же дома 8-этажные. Кроме лифтов на все случаи жизни, в описании есть ссылка на видео с инструкцией по применению структур, а также ссылка на скачку карты с этими замечательными домами. Если этот видос наберет хотя бы 1000 лайков за первый месяц, я сделаю видео про новый механический дом.